Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и в этом ролике я хочу поделиться с вами интересными эксклюзивными живыми обоями от канала Power Device, которые я создаю сам. Данные живые обои подойдут на все Android телефоны. Это полноценный АПК, с помощью которого устанавливаются данные живые обои. То есть, чтобы вы понимали, это не какой-то видеофайл, это полноценная графика, которую я поместил в АПК-приложение для установки обоев. Таким образом, данные обои работают с экраном блокировки. Вот так. Конечно, варианты здесь разные. Еще раз покажу без иконок на рабочем столе, чтобы все было хорошо видно. Также я сделал еще вот такие варианты, но о них мы поговорим чуть позднее. Покажу еще раз. Конечно же, вживую, когда вы установите данные обои, они выглядят гораздо четче и элегантнее. Во всех этих обоях используется разрешение в 2К, то есть сверхчеткая картинка. И как я сказал ранее, друзья, их можно установить на все Android телефоны. Но если у вас Xiaomi, то вы сможете сделать еще вот такой экран блокировки вместе с этими обоями, с эффектом погоды. Прямо сейчас у меня за окном идет дождь. Поэтому и здесь также он идет. Если будет молния, молния будет сверкать отсюда. Если будет солнце, будет светить солнце. Это очень интересный эффект. Также хочу обратиться ко всем зрителям своего канала, как вам вообще такая идея с созданием данных обоев. Также возможно такое, что вы будете скидывать мне какие-то интересные картинки, либо видео в MPEG-4, а я это все буду преобразовывать в APK-файл и в обои с графикой. Все это вы можете скидывать в мой телеграм-канал Power Device. Кстати, именно в нем вы и сможете скачать данные обои. Ссылка будет в описании под этим роликом. Самые лучшие картинки и отрезки видео MPEG-4 я буду отбирать и, возможно, из них делать живые обои. Также, возможно, будем устраивать голосование, какая картинка лучше и так далее. Напишите, пожалуйста, здесь в комментариях, как вам вообще такая идея с обоями. Итак, друзья, вот на этом телефоне вы видели экран блокировки, на котором есть эффекты погоды. А вот здесь вот такой обычный экран блокировки. Сейчас покажу на примере этого телефона, как сделать такой же экран блокировки. В первую очередь, как я уже сказал, в моем Telegram вы должны скачать вот такие APK-файлы. Не забудьте подписаться на мой Telegram, там я буду выкладывать много интересного и полезного. Пока что в моем Telegram я думаю выложить две обоины. Это Line со львом и также обои с девушкой. Обои с автомобилем, я думаю, я выложу чуть позднее. Мне их нужно немного доработать. Но если эти обои вам сильно нужны, то пишите об этом в комментариях. Возможно, я выложу эту версию. А возможно, на днях уже успею доработать и выложу полную. В общем, вы скачали APK-файл, вот он. Устанавливаем его. Также, друзья, сразу отмечу, скорее всего, Play Market на вашем телефоне на эти APK-файлы будет ругаться. Это происходит только от того, что в Play Market нету данных приложений. И, конечно же, в этих приложениях нет никаких вирусов. Можете сами все проверять. Вам просто нужно будет нажать сноску «Все равно установить» и все. Итак, идем далее. После того, как вы установили эти APK, вам понадобится приложение «Обои и стили», оно же Google Обои. Скачать вы его сможете либо в Play Market, либо опять же в моем Telegram. Ссылка на него будет в описании под этим роликом. Заходим в это приложение. Находим здесь живые обои. Вот они, наши установленные обои, которые называются Girl. Нажимаем на них. Установить как обои, главный экран и экран блокировки. Проверяем. Обои успешно применились. Теперь, друзья, о том, как с этими обоями применить вот такой экран блокировки с эффектом погоды. Если я на своем Xiaomi зайду в родное приложение погоды, то вы видите, идет дождь. Ровно такая же анимация на экране блокировки. Итак, к каким же хитростям прибегаю я, чтобы сделать экран блокировки, как на этом телефоне? Смотрите, сейчас на этом телефоне экран блокировки выглядит так.
Я вот таким свайпом растягиваю экран, чтобы исчезло все лишнее. Потом вот таким жестом делаю снимок экрана. Захожу в проводник, открываю снимок экрана. Вот он. Получается он в хорошем качестве, в нормальном. Теперь захожу в приложение темы, в поиске прописываю название HyperMax. Вот она, эта тема. Ее нам и нужно скачать. Если что, попробуйте ввести в поиск название автора. Вот он. А также помните, если на вашем телефоне Xiaomi уже HyperOS, то некоторые темы могут не найтись. Как, например, вот это. У меня здесь MIUI 14, как и здесь. HyperOS я специально пока не устанавливаю, пока его не допилили полностью. Итак, эту тему мы скачали, применять ее полностью не нужно. Нажимаем настройки, снимаем здесь все галочки, нажимаем только экран блокировки. Применить. Далее шагаем назад, заходим вот в эту иконку, компоненты, стиль блокировки, убеждаемся, что у нас применена HyperMax и нажимаем вот эту кнопку «Настройки». Теперь в этом меню находим вот такие строчки: Insert Custom Dep Background Image. Вот в этой строчке Wallpaper, где написано JPEG, нажимаем на нее, проводник, внутренний накопитель, папка DCAM, Screenshots и выбираем наш скриншот. Окей. Теперь спускаемся немного вниз, находим такую строчку под номером 3. У меня здесь стоят вот такие опции. В пункте 4 у меня выбрано так: Do not use. Самый главный пункт 5. Settings related to wallpaper. Вот в этой первой строке обязательно выбираем Custom Dep Wallpaper. Дальше вот здесь Apply Lock Screen Wallpaper. После чего шагаем назад, в стиле блокировки еще раз нажимаем на HyperMax и еще раз нажимаем «Применить». Идем на рабочий стол, смотрим, что у нас получилось. Все хорошо, эффект применился. Также отмечу, что в своем телеграм-канале я уже скидывал вот такие обои с этой девушкой. Здесь они просто в превосходном качестве, но если вы их скачаете и поставите туда на экран блокировки, но когда вы будете разблокировать свой смартфон, возможно, оригинальная фотография будет как бы перескакивать, то есть немного будет заметно изменение ее размера. Именно поэтому мы и делали скриншот. Именно по своему экрану блокировки. Таким образом эффект выглядит намного лучше и красивее. Друзья, пожалуйста, пишите комментарии об этих обоях, как вам такая идея, чтобы я мог понимать, делать ли их далее. Не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.